Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. История начинается с того, что храбрый искатель приключений идет в лабиринте. Его зовут Рент, и он в шоке, когда сталкивается с ужасающим крылатым монстром. Эта штука выглядит безумно мощно, и Рент никогда в жизни не был так напуган и только сейчас понимает, что не сможет пережить эту встречу. Гигантский зверь идет к нашему герою, и он не может перестать трястись. Он не может поверить, что это с ним происходит, потому что он думал, что достигнет своей цели стать авантюристом S-класса, ну или что-то такое. Но зверь съедает его. Некоторое время спустя Рент с удивлением обнаруживает, что он все еще жив. Но он шокирован, когда видит, что он каким-то образом стал скелетом. Он в ужасе кричит от того, во что превратился, и мы видим прошлое, когда у нашего главного героя еще была плоть и органы, ну и прочее. Этот парень понятия не имеет, что его ждет, поэтому он настроен очень оптимистично, надеясь начать еще один замечательный день в качестве искателя приключений. Он объясняет, что он авантюрист низкого бронзового класса. Он родился и вырос в городе слишком маленьком, чтобы его можно было увидеть на карте. И путешествует, чтобы найти работу. Работа предоставляется гильдии искателей приключений, и они присваивают задания в зависимости от ранга и навыков. Какие-то скучные на вид придурки зовут его, и Рент объясняет, что он вернется в лабиринт, потому что кроме этого нет хорошей работы. Эти ленивые дегенераты не могут понять, как Рент может так работать, и убегают играть в Fortnite. Рент объясняет, что хотя большинству искателей приключений нравится устраивать вечеринки, он остается в одиночку, потому что он просто не очень хорош. Этот парень занимается приключениями уже 10 лет, но у него все еще только бронза, а это второй низший ранг. Этот парень живет довольно скучной жизнью, поскольку он пытается следить за каждым своим движением. Но хотя он действительно облажался, когда зашел в лабиринт. В этом подземелье, которое было тщательно исследовано и совершенно заброшено, Рент потрясен, обнаружив секретный проход. Это удивительное открытие, поскольку он, скорее всего, первый, кто его нашел. Поэтому Рент отбрасывает осторожность и начинает исследовать его. Он становится уверенным, что здесь никого не было, поэтому он надеется найти какое-нибудь ценное магическое оружие. В этот момент Рент слишком тупой, чтобы заметить все очевидные признаки того, что это место супер опасно. И он оказывается в комнате, где встречает свой конец. Мы еще раз наблюдаем, как он встречается лицом к лицу с существом, которое он называет драконом. Согласно легенде, драконы принимают разные формы, и он мгновенно понимает, что у него нет шансов против дракона. Возвращаясь к настоящему, Рент задается вопросом, как он все еще жив после того, как его сожрали. Он начинает задаваться вопросом, жив ли он вообще, ведь он всего лишь скелет. Но это бессмертный монстр, известный как нежить. Конечно, это звучит круто, но какой-то священник мог бы легко уничтожить его с помощью магии очищения. Рент много думает и начинает задаваться вопросом, действительно ли он мертв. Он все еще в сознании имеет свои воспоминания, поэтому он должно быть жив. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Рент думает о возвращении в город, но быстро понимает, что это принесет ему только неприятности. Его схватят и, вероятно, казнят, и Рент пока не хочет умирать. Он понимает, что дракон пропал и решает уйти из комнаты. Пока он идет, Рент объясняет, что никто не знает, откуда берутся лабиринты и как они работают. Все только знают, что во всем мире их много с сокровищами внутри. Рент думает о том, чтобы дождаться нового искателя приключений и попросить помощи, но он превратился в груду костей, которая не может говорить. Появляется еще один скелет и атакует Рента. Рент хочет победить его своим мечом, но понимает, что трудно двигать своим телом без каких-либо мускулов. Но в конечном итоге другой скелет также страдает от дефицита кальция, поскольку он спотыкается после потери кости ноги. Рент понимает, что с монстром будет трудно справиться без техник меча или мышц. Затем он внезапно обнаруживает, что все еще может использовать энергию для усиления своих физических характеристик. Несмотря на то, что он не человек, с этим усилением ему удается победить скелета, и он видит, как груда костей светится порошком Пикси. Он узнает, что только что восстановил использованную им духовную энергию, и вспоминает свой разговор со своей подругой Лоррейн. Она исследователь, которая сказала ему, что монстры могут эволюционировать в другие виды. Тогда же она упомянула, что скелеты иногда могут эволюционировать в гулей, называя это экзистенциальной эволюцией. После этого воспоминания Рент думает, что если он сможет эволюционировать в гуля, то он сможет вернуть себе плоть, и тогда он сможет прикрыться одеждой и без проблем вернуться в город. Поэтому Рент решает начать побеждать монстров в этом лабиринте, чтобы получить шанс на эволюцию. Ему быстро удается победить 5 скелетов, и ему удается вернуть часть своей мобильности. В поисках новых монстров он находит слизь. Несмотря на то, что это слабый монстр, победить его можно только двумя способами.
проткнуть его ядро или бить до тех пор, пока он не сможет регенерировать. Ему удается увернуться от атаки слизи, однако он не ожидал, что попадет в ядро с первой попытки. Он решает сохранить волшебный камень и собрать жидкость слизи, чтобы продать ее позже, поскольку она используется в косметике. Будучи нежитью, ему не нужно спать или есть, что помогает ему сосредоточиться на борьбе за достижение своей эволюции. Однако, похоже, это займет много времени, но ему удалось вернуть свои физические способности, и он мог использовать снова ману, несмотря на то, что он нежить. Но он чувствует себя подавленным, потому что провел 10 лет в качестве слабого искателя приключений, и теперь он мертв. Он один из редких искателей приключений, которые могут использовать энергию духа, ману и божественную силу. Он хотел бы стать сильнее и достичь своей цели и стать мифриловым классом, который является высшим классом авантюристов. После победы над еще одним слизнем его тело начинает меняться, создавая мышцы, волосы, кожу и даже глаза. Он понимает, что ему удалось превратиться в гуля, и теперь он может издавать звуки ртом. Однако это заставляет его понять, что если он продолжит работать, он сможет стать нежитью высокого ранга, как вампир. Сначала он решает произнести несколько слов, но выходит только рев. После некоторой тренировки ему удается поздороваться и пожелать доброго утра. Внезапно он слышит звук мечей вдалеке и видит, что девушка отбивается от монстров-скелетов. Но она выглядит измученной. Она уходит глубже, а Рент наблюдает за ней. Он не узнает ее, поэтому он думает, что она должна быть новичок. Она идет по коридору, и позади нее образуется скелет-монстр. Она вступает с ним в бой, и Рент замечает, что у нее хорошая форма, но она слабая. Монстр-скелет хватает ее меч и толкает ее к стене. У Рента нет другого выбора, кроме как вмешаться. Он кричит, чтобы привлечь внимание скелета, и скелет отвлекается на него. Рент надеялся, что девушка нападет на скелета сзади, но она была слишком ошеломлена, чтобы сделать это. Он пытается с ней поговорить, но она в ужасе от его внешнего вида. Он пытается представиться, но она говорит ему держаться от нее подальше. Он бросает меч и поднимает руки, чтобы заверить ее, что он не опасен. Она замечает, что он не простой гуль, и Рент говорит ей, что он искатель приключений. Он говорит ей, что на самом деле он умер, но каким-то образом он все еще жив. Она благодарит его за спасение ее жизни, и он говорит ей, что он это сделал, потому что искатели приключений заботятся друг о друге. Она все еще не доверяет ему, но она нужна ему, чтобы помочь раздобыть одежду. Он говорит ей, что хочет вернуться в город, и она говорит ему, что могла бы дать ему одежду, которая скроет его тело. Он кладет мешок с монетами на землю и говорит ей оставить сдачу себе. Она идет вперед, чтобы забрать сумку, и представляется как Рина. Он отводит ее к выходу из подземелья, и она говорит ему, что вернется за ним. Обычный искатель приключений сообщил бы об этом в гильдию, но он думает, что она его не предаст. Рина возвращается в город и встречается с Шейлой, администратором гильдии искателей приключений. Рина рассказывает ей многое, что произошло. Тем временем Рент сражается с шаровым монстром. Монстр бросает в него несколько шаров, но Рент уклоняется. Он замечает, что он не только сильнее, но и его тело движется так, как он хочет. Он внезапно слышит голос Рины, зовущий его по имени. Когда он приближается к ней, она вытаскивает свой меч и делает несколько шагов назад, спрашивая его, он ли это, или случайный гуль. Он говорит ей, что это Рент, и она успокаивается, говоря, что он стал лучше говорить. Он говорит ей, что тренировался, пока ее не было. Она показывает ему плащ. Рент смотрит на нее, и она извиняется, говоря ему, что все еще немного напугана. Она говорит ему, что ей нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нему, и он говорит ей, что это нормально. Рент берет плащ и говорит Рине, что он идеален. Она говорит, что также купила другие вещи, которые, как она думала, ему могут понадобиться. Это пара перчаток и несколько бинтов. Она говорит ему, что купила их, чтобы он скрыл свои руки и ноги. Ему намного проще передвигаться в одежде, чем он думал. Рина достает маску, и она волшебным образом прикрепляется к его лицу. Рина говорит ему, что он выглядит великолепно, но он пытается снять маску, и она не снимается. И она извиняется, говоря, что она была очень дешевой. И Рент понимает, что маска была проклята. Рина извиняется за то, что принесла ему проклятый предмет, но он говорит ей, что все в порядке, так как ему все равно придется скрывать свое лицо. Рент подходит к ней, пытаясь успокоить ее, но он думает, что он может быть слишком навязчивым, и отходит. Она хватает его за руку и говорит, что он хороший человек, и она его больше не боится. Она говорит ему, что теперь они могут вернуться в город. Они прибывают в город, но Рент не хочет следовать за Риной, потому что многие люди в городе его знают. Они поймут, что что-то не так, если он покажет им свое удостоверение личности. Она спрашивает его, могут ли они пройти через другие ворота, и он говорит ей, что есть один, которым не часто пользуются. Она говорит ему, что им лучше пойти к этим воротам. Охранники пропускают Рента, и он благодарит Рину. В этот момент Рина отвлекается, и Рент использует эту возможность, чтобы исчезнуть. Она пытается искать его, но он прячется на крыше. Он не хочет портить ей жизнь в гильдии, поэтому он решает держаться от нее подальше. Позже ночью Рент в поисках кого-нибудь, кто может ему помочь, так как он не может работать с Риной.
Он стучит в дверь, но никто не отвечает, поэтому он заходит внутрь. Он видит Лоррейн, спящую на диване, и пытается ее разбудить. Она просит его дать ей еще поспать, но он угрожает уронить ей на голову книгу. Она шокирована его странным внешним видом. Она думает, что это просто маска, но он снимает перчатку, чтобы показать ей свою руку Гуля. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.